оппозиция там, условно говоря, на каком-то этапе проиграла. Сначала выигрывала, потом проиграла. Причем оппозиция разношерстная абсолютно. Потом их загнали в этот Идлиб, который там Асад предполагал будет токсичным таким отстойником, где они все между друг другом перегрызутся, перестреляют, и дальше, и дальше начнется ползучее как бы там отжимание этой оппозиции. Они объединились, Да. организовались. А тут оказалось, что бармалеи, там, как их называют в российских пабликах, бармалеи там каким-то образом между собой договорились. Да, скорее всего, при помощи турков. Ну, у нас как бы при помощи американцев внутри, там, допустим, не договорились, там, да, или европейцев. И спустя несколько лет, то есть понадобилось несколько лет для того, чтобы обучить этих людей, потому что мы видим, что они, ну, скажем так, более обучены в военном плане, чем это было ранее. Вот. И вот они начинают как бы такую операцию. В военном плане она очень удачная. Что будет потом, посмотрим. Понятно, что им предстоит очень сложный как бы этап, там договариваться между собой в том числе. Вот. Но вот пример как бы такой субъективизации у людей, которые, ну, собственно говоря, были далеки от того, чтобы быть там какими-то серьезными политическими субъектами. Юр, ну оппонируй. Подожди, я закончу. Второй пример, который произошел прямо сегодня, в Румынии, где прошли выборы, в первом туре выскочил какой-то там непонятный для всех Бармалей, вот, к которому приложились там в том числе и россияне, которые через ТикТок ему помогли подняться, и который очевидным образом представлял ну, как бы, опасность для вот, субъектности румынского государства. И они его сегодня просто ликвидировали первый тур. Снесли первый тур демократическим путем. Смотри, проблема возникает, когда наши бармалеи не могут договориться даже под бомбежками, даже под дулом автомата, даже под принуждением врага. Так смотри, так поэтому наши бармалеи обречены. Бармалеи Второй Республики обречены. И многие из них это уже прекрасно понимают, что им жопа, как бы там, да, что им кранты. И они собирают, ну, как бы, кто-то собирает вещички, кто-то думает, кто-то гребет, как в последний день, потому что понимает, что дальше таких возможностей не будет. Вот. И, ну, это гранд-финал. Ну, вот, как бы, Вторая Республика идет к гранд-финалу. Леша, что ты на этот счет думаешь? Ну, давайте начнем с определения. Субъект – это тот, кто в политике, кто может предложить план, визию, картинку. А второе, на втором этапе показать результат по достижению этого Алексей, плана. можно? У меня просто идиосинкразия на слово «план». У нас тут так сейчас в Украине устроено, что наша власть, кроме слова «план», не знает, что есть еще проект, программа, стратегия, пророчество, прогноз. То есть эти слова не... Вот давайте какое-то другое слово вместо плана. А то у нас уже тошнит от этих планов. Хорошо, тошнит от плана, что там у нас есть? Проект, программа. Картина будущего. Да, проект. видение, картинка будущего, да. У них есть проект у субъекта, и он может показать результат по достижению этого проекта. Все очень просто. Вот это определение. Есть ли в Турции такое? Есть. Эрдоган. Это человек, который демонстрирует гибкость политики просто запредельную для Украины и для осмысления, потому что он в течение 10 лет с Россией имел 3 прямые войны с ними, буквально. Потому что мы же понимаем, что там воюют отпускники с обеих сторон в полном составе, а в Идлибе в 2019 году доходило до прямых боестолкновений едва ли не авиации, турецкой и российской. А уже на земле сражались-то по полной. И сейчас боевики не вполне свободны от отпускников, скажем так. И 3 раза проходил через периоды полной дружбы, потоки, южная торговля, серая зона и так далее, потому что преследуются те интересы, которые нужно на том этапе, на котором он нужен, теми инструментами, которыми нужны попутно. Мы вспомним, что произошло в Азербайджане, в Армении, вокруг Карабаха, тоже не без помощи Турции, как Россия туда зашла, все ухали-ахали, и как она оттуда через 5 лет ушла. Поэтому, да, то Эрдоган для меня, Алиев – это примеры в сегодняшнем мире. Израиль – пример, который разыгрывает сейчас карту, позволяющую ему закрыть за 50 лет все ключевые проблемы безопасности на северных границах. Голландские высоты и Ливан. То, что сейчас происходит, это армия, которая с юга начала наступать на Дамаск. Свободная сирийская армия, которая всегда была проамериканской, продемократическая, взбунтовался юг. Там недвусмысленное отношение к этому имеют израильтяне. Еще целая их одна большая дивизия зашла в Ливан для того, чтобы среагировать разными способами в разных сценариях. Специально созданная для голландских высот. Поэтому у субъекта должен быть проект, он должен
результаты накопить для этого проекта, создать органы управления и провести, дать какой-то результат. Все очень просто. Мы не являемся ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае субъектом. Почему? У нас нет проекта. Вот эта судорожная история, которую мы показываем в виде УНР-2, это не проект. Это ошметки пропаганды, которые пытаются выдавать за цельную картину мира, за видение, на основе которой можно построить. Они таковой не являются. А даже если бы они являлись успешным проектом, то это проект для 15% украинцев. Ну хорошо, для 25%. А что делать с остальными 75%, которые в это не верят, не хотят это защищать, не хотят с этим ассоциироваться аж никак? Вот, то есть у нас путают проектность с пропагандистскими ошметками в телеграм-каналах и на телемарафоне. У нас есть огромное количество ресурсов. Украина до сих пор очень богатая страна. И если бы эти ресурсы правильно применять и поменьше воровать, то мы бы любой план реализовали, любой проект. И у нас очень плохо с управлением. По одной простой причине. Я когда-то говорил с Кравчуком, царство ему небесное, и спросил: Леонид Макарович, а когда начали проигрывать США, Советский Союз? Вы же как бы не просто секретарь ЦК по идеологии. Он сказал, вот когда Хрущев вернулся из Америки и сказал: догоним и перегоним Америку, он говорит: мы попали, и тут он употребил интересное слово, в чужую антологию. Мы начали соревноваться в чужой антологии. Настоящий субъект, суперсубъект – это субъект, у которого есть собственная антология. То есть он картину мира предъявляет не в рамках существующих, так сказать, больших проектов, надеюсь, удобно туда вписаться, а предлагает вообще свою проектность по большому счету. Есть ли в Украине такие проекты? Есть. Все человечество и 5-й проект мы предъявляем. Как бы, да, мы не бесплодная земля в этом отношении. Но засилье того, что у нас заселило все это за 34 года, вызывает к жизни только одну задачу: отодвинуть все, что было до этого, потому что эти люди не просто не имеют проектности, они даже в существующие проектности Украину не могут вписать должным образом, ставя ее при этом в подчиненное положение. То есть они не могут быть даже подчиненными, они даже в шестерки не могут записаться в клиенты как следует, у них это не получается. И, наконец-то, использовать те гигантские ресурсы, которые есть в Украине, материальные и нематериальные, и дать возможность заработать социальным лифтом и подобрать людей, которые всю жизнь давили в этой стране, условно назовем его креативный средний класс во всех сферах этого. Дать им шанс и возможность. Эдакая революция креативного среднего класса. Вот что нам нужно. И не только. Всех людей, которые хотят еще повозиться. Задача понятная абсолютно, проектность ясная абсолютно, как бы субъектность понятна. Идем семимильными шагами к выполнению наших задач. Ну, смотрите, я когда пытался думать о том, как возможно, ну, как бы предпроектная аналитика, смотрел на этих экспертов и думал, вот Виталий Кулик, он же подал прекрасный пример. Говорит: хотите знать, что будет после 20 января, давайте просто проанализируем, что будет делать Трамп. И я, смотря на это, подумал, ну если мы все понимаем, что мы не субъектны, анализировать то, что тут происходит, нечего. Таких слов, как проект, антология, мы не знаем, ну, на уровне лиц, принимающих решений. Может нам поступить честно? То есть создать институт номер 1, институт Трампа. Институт номер 2, институт России, ну или даже уже Путина. Институт 3, институт Си Цзиньпиня. И просто попытаться за этих субъектов думать, чего они будут делать. Может нам тогда как-то, ну, станет больше понятно, что с нами будет. Потому что думать за себя мы не можем. Может мы за чужих подумаем и как бы будем просто просчитывать. Ну, то есть, да, научимся на котятах. То есть начнем просчитывать их шаги. Может чему-то научимся. Сергей Аркадьевич, так это же не решение. Вы думаете, им кладут мало аналитики на стол? Нашим элитам клали, кладут, и они на них клали, они на них рыбу режут, я это многократно видел. Я в том числе видел ваши материалы, на которых, выпивая коньяк, поделили там какую-то шоколадку или что-то в этом роде. Вот. Поэтому, как бы, дело не в том, что нет материалов и нет людей, способных думать. Нет людей, которые не востребуют. Еще раз позволю напомнить нашим зрителям, что когда говорят: «Боже, что делать?», в политике вопрос «что» вообще не является вопросом. Все уже давно изобретено, и как вытаскивать страны из полной задницы, не такой, в которой была Украина, все рецепты давно есть. В политике есть только один вопрос: кто?